Никогда сразу не реагируйте на какие-либо просьбы своего близкого. Возьмите время на обдумывание. Вот это одна из актуальных таких рекомендаций, которая вам, в общем-то, будет в первое время особенно актуальна. Даже сейчас, когда ваши близкие находятся в центре, вы приходите на свидание или по телефону что-то у вас спрашивают, вы всегда имеете право сказать: слушай, я сейчас не могу ответить. Пользуйтесь этим. Начните применять это сейчас. Используйте техники вежливого отказа. Опять-таки, кто не знает, что это такое, мы на наших занятиях разбираем, еще будем это повторять. Ну, просто элементарно посмотрите в интернете. Техники вежливого отказа. Там есть различные вариации «нет». Да? Посмотрите, что это такое. А одна из этих техник – это отсроченное во времени. То есть вы не сказали «нет». Вы говорите: сейчас не могу ответить. Вот такая вещь. Сейчас не могу ответить. Пока взяли отсрочку, побежали, куда побежали? Или хорошо сказать. На группу или хорошо. Да, вы говорите, говорили хорошо. И? Ну и забыли. И он забыл, вы забыли. Да. Может быть, а может быть и нет. Не забывайте о том, что химически зависимые ребята такие борцы за справедливость. И если вдруг папа сказал, что я тебе обещаю, сынок, что будет так-то, он вам об этом напомнит 84 раза. Поэтому лучше не обещайте. И используйте техники вежливого отказа. В любом случае прибегайте к помощи людей, которые в этом разбираются больше, чем вы. И помните вот какую вещь. Вот смотрите. Когда зависимые, созависимые рядом, ну вот как пазлы, да, соединяются, то все-таки, даже если вы длительное время выздоравливаете, даже если так, у вас там группы самопомощи, терапии, куча всего, но ваша первая реакция, которая будет возникать в ответ на взаимодействие с вашим близким, это созависимая реакция. Это созависимая реакция. Даже через 15 лет это будет происходить. Не верите? Идем на группы, спрашиваем у тех, кто уже более 15 лет в программе, у кого у близких какие сроки выздоровления. Поспрашивайте. И они вам скажут, что так и есть. И ваша задача убрать эту реакцию. Мы сейчас о чем говорим? Смотрите, что такое компульсивная реакция? Когда есть некое чувство. Вот он у вас что-то попросил, у меня там жалость или сочувствие, или страх. Да? У меня потом бац, и сразу это в действие перелилось. Вот это и есть компульсивное. От чувства к действию. Чтобы этого не произошло, наша схема следующая. Чувство, голова, и такое потом действие. Все наши действия должны быть обдуманными. Если я сейчас сам не могу решить, как мне лучше, ну правда, страшно. И отказать страшно, а вдруг обидеться и расстроиться, еще что-то. И согласиться страшно, а вдруг хуже будет. Как лучше поступить? Идите, обсудите. Одна голова хорошо, а группа-то лучше. Люди поделятся с вами опытом, подскажут. Если не группа, то специалисты, консультант, руководитель, психолог и так далее. Обращайтесь за помощью. Ну вот, допустим, у вас будут такие прецеденты. Ваш близкий попросит вас снять ему отдельное жилье. Потому что скажет: вот у меня какой-то центр вот тут вот сидит, с этим общежитием. Хочу побыть один, буду выздоравливать, медитация, там тра-та-та и так далее. Какой будет созависимая реакция? Если я боюсь ему отказать, надо снимать, пока он хочет, а вдруг обидится и передумает выздоравливать. Либо другая вариация, даже располагая финансами, да, вы сразу ему говорите: нет, огульно. Подумайте, может быть, для него это вариант. Поэтому здесь самое уместное взять отсрочку и сказать: слушай, я вот сейчас не могу дать тебе ответ на этот вопрос, мне нужно посоветоваться. И все. Это будет самый такой лучший вариант. Следующая рекомендация. Учитесь не проявлять своему близкому поверхностную любовь и заботу. Ну, самая шикарная актуальная рекомендация, да? Классика жанра. Ты шапку одел. Кто практиковал «ты шапку одел»? Мама. Да и не только мамы, а папы. А когда папа сыночке звонит и говорит: сегодня на улице холодно, а это про что? А то сыночка же сам не увидит, что на улице холодно, он же в градусник смотреть не умеет. В общем, смотрите, о чем здесь речь.
Все вопросы из серии: поел ли ты, Было поздно. оделся ли ты тепло, а вот то, а вот это все из серии поверхностной любви. Ну, так называемой псевдолюбви, и это то, что делает человека не самостоятельным. Между делом человек ведь еще к этому привыкает. Настолько он становится не самостоятельным и инфантильным, когда действительно, вы же потом сами сокрушаетесь. Он у нас сам ничего, вот за ним глаз да глаз, не присмотришь и привет. И ножки-то растут как раз вот из этой серии. Я понимаю, что вам тревожно, что вы боитесь, да, что он заболеет, замерзнет, не поест, опоздает на работу, получит выговор, опоздает 3 раза, уволят его, но это его жизненный опыт. Если он не получит его сейчас, что с ним будет, когда вас не будет? Что? Кто его тянуть потом будет? Ну кто? Кто ему будет говорить: а делай ты шапку? Сам. И сам не факт, что он сможет принять это Значит, решение. жена. Поэтому, в общем-то, дайте ему эту возможность. Пускай он сам на своих ошибках будет этим заниматься. Другой вопрос, что если вы хотите действительно проявить свою любовь, то учитесь заботиться о душевном покое, интересоваться тем же самым состоянием. Вот про такие какие-то вещи больше, а не про внешнее вот это вот содержание. Это будет как раз-таки то, что наиболее актуально. Ну и здоровое поведение в данном случае будет, знаете, как вот, например, вы знаете, что он на собеседовании. Вот нездоровое проявление собирается на работу, собеседование. Ой, оденься поприличнее, одень вот этот костюм, ты в нем поинтеллигентнее, очки одень, так и не опоздай. Вот это про нездоровое отношение. Здоровое отношение поддержать. Ты волнуешься? То есть поговорить о внутреннем состоянии. Вот это более актуально. И вот это будет как раз проявлением здоровой любви, здоровой заботы, а не вот эти все внешние такие фишки. Ну и опять-таки, если вам усиленно прям хочется заботиться, ну прям вас подмывает вот это вот все делать, да, причем вот именно вот так, то сместите фокус на себя. Что это значит? Это значит, начинаем интенсивно заботиться о себе. Себе напоминаем: одень шапку, оденься тепло, не опоздай и так далее. Начните заботиться о себе. Телефон, ключи, кошелек. Себе напоминаем. А, кстати, попробуйте сделать такую практику. Попробуйте вот каждый раз все, что у вас импульс возникает, сказать своему близкому, говорить себе вслух, самому себе. Как себя будете чувствовать при этом? Ведите себя в общении с близким легко и свободно. Ни в коем случае не показывайте своего напряжения. О чем это? Естественно, это не о том, что вы все время должны вот так вот выглядеть, как будто у вас все хорошо. Нет, и не получится, да? Даже многие говорят: я не показываю ему своего страха. Вот попробуйте сейчас побояться и сделать вид, что вы не боитесь. Это вот так выглядит. Это вот так и выглядит. Это очень заметно, что вы не боитесь. Это напряжение, эти позы, глаза. Когда человек начинает бояться, обратите внимание, дышать перестает. То есть, когда вы что-то говорите, тревожный момент, ну вот вспомните себя, да, на той же самой психотерапевтической группе сидели, да, когда именно у вас говорят про чувства. Какое у тебя сейчас состояние на здесь и сейчас? И когда вы приходите, и у вас там что-то такое тревожное, вы прям замерли или там что-то говорите, дышать перестаешь. Это все очень видно со стороны. И коль у вас приключилось это тревожное состояние, вы до одури боитесь, что он сорвется. Вам очень тяжело и больно, и страшно, и так далее. Занимайтесь собой, примените хотя бы какой-то инструмент программы. Выйдите, помолитесь, молитесь до тех пор, пока вам не станет легче. Позвоните коллеге, напарнику, руководителю, поговорите с кем-нибудь. Потому что он это видит, вы знаете, есть такое чувство, как заражение. Понятно, что такое, ну это же мои чувства, я боюсь, имею на них право. Это все шикарно, конечно, но когда вы боитесь, да, и не верите, получается, где-то, а здесь рядом он, ваш близкий начинает этими чувствами проникаться. Понимаете? Эмоциональное заражение имеет место быть. Никогда не приходили на группу в таком ля-ля-ля состоянии, там кто-нибудь весь рыдает, и вы уже так под конец. У кого-то да, у кого-то нет. Это вопрос границ. Вопрос границ. Поэтому эмоциональное заражение у химически зависимых с границами беда. Это точно. Поэтому помните об этом. И если вам действительно так
тяжело, то это только ваша работа над собой. Не нужно витать в облаках и думать о том, что как только он будет выздоравливать, я стану счастливой. Ничего подобного. Это все иллюзии, это все розовые сказочки. Напряжение и страх, если это вам свойственно, если вы с этим ничего не делаете, они будут все время. Это значит, мне только надо что-то делать. Не нужно думать, что это близкий обязан меня снять мое напряжение. Некоторые ребята, химически зависимые, да, особо созависимые такие, они ведь тоже созависимые. И они тоже хотят вам помочь. Они, видя ваше напряжение, начинают изображать, что у них все хорошо. И у него не будет доверия с вами. Он будет стену держать, маску такую, чувствуя постоянно ваше напряжение и страх, и пытаясь его снизить, но если у вас такая позиция, да, то ему будет вдвойне тяжело. Поэтому помните об этом. Следующая рекомендация. Давайте зависимому возможность жить самостоятельно, даже если он живет с вами рядом. О чем здесь речь? Если вы в одной квартире, да, там у него комната своя, убирает он ее сам, вещи свои стирает сам и так далее. Естественно, если он живет в другой квартире, не нужно туда приходить. Один из вариантов, который я наблюдала, да, крайне созависимого поведения. Значит, наш реабилитант, так сказать, вышел в амбулаторную программу, там, ну, все как положено. Что делает мама? Ключики-то вот они у мамы. Ну что же, надо же сыночке помочь. Она приходит, пока его нет, полы быстренько помыла, кушать приготовила, постирала, убрала. Когда-нибудь сыночка повзрослеет, как вы думаете, ну, какая-то ответственность к нему придет. То есть это как раз о том, что если вы хотите ему медвежью услугу сочинить, подложить, то пожалуйста, это вот она и есть. Поэтому дайте ему самому это делать. Более того, смотрите, вы можете с ним договориться о каких-то его обязанностях. То есть вы можете распределить права и обязанности по дому, кто что будет делать, обязанности. Вот это твоя прерогатива, вот это вот моя, пускай он это делает. И здесь вот какая штука есть. Такая, знаете, хорошая рекомендация. Допустим, вы договорились, что он раз в неделю у вас там убирает на кухне, допустим, я сейчас, да, на ходу фантазирую. Так вот, когда он начнет убирать, не нужно стоять над душой и говорить, вот это вот плинтус не протер, а вот здесь еще убери, ой, как-то ты это некачественно сделал. Так, идите в магазин, идите в бассейн, подруги, уйдите. Пускай он это сделает, как-то сделает, так, как он может. В общем, не капайте ему на мозг. А если это он будет не самое хочет лучшее. это делать и не будет? Вот здесь надо договариваться на берегу. Если ты не хочешь делать этого, то я не буду чего-то делать для тебя. То есть здесь я сейчас говорю не о таких вещах, как, знаете, дашь на дашь, а о том, что не может быть такого, что у кого-то только права, а у кого-то только обязанности. Между делом, да, раз уж мы об этом заговорили, то есть вот какая вещь. Смотрите, ну, грубо говоря, коль зависимые и созависимые в тандеме находятся, да, ну так вот представим, вот зависимый, созависимый, да, они же слепляются, то получается очень часто так, ну вот в идеале, да, вот права, ну и здесь права, да, ну права, обязанности. Но как-то получается так в семье, что у зависимого сплошные права, а у созависимого сплошные обязанности. Вот чтобы этого не произошло, чтобы был баланс прав и обязанностей, вам нужно договариваться. Не получится так. Это и есть жесткая любовь. Ну, не хочет. Вы будете договариваться. Опять-таки, смотрите, это не должно выглядеть так. Так, значит, я хочу, чтобы-то, и вы там как золушки понеслось. Так, вот это вот крупу отдели, 7 розовых кустов посади, елки на даче посади, огурцы посоли. В рамках, да, здравомыслия, адекватности, если вы живете вместе и какие-то есть моменты, нюансы, вы договариваетесь об этом. И это нормально. Так и должно быть. Если не получается договариваться самостоятельно, обращайтесь за помощью. То есть в некоторых случаях действительно нужна третья сторона, которая будет, знаете, таким зеркалом и будет, в общем-то, ваши просьбы и требования озвучивать. Это нормально. И у вас есть возможность сделать это как раз-таки, когда вы будете заключать семейный договор, контракт.
Вам нужно будет подумать, вы будете сидеть, обговаривать, и это будут именно договоренности. Узнайте, как помочь вашему близкому уже сегодня. Только полезная информация от экспертов лечения наркозависимости. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.